Приветствую, друзья! Несмотря на угрозы Трампа, несмотря на истерики в Германии, Франции и Британии, мы видим, что русская армия продвигается вперед, и на картах можно заметить, где конкретно были продвижения. И, как естественно очевидно, сейчас очень многие укрепрайоны натовские наемники вынуждены оставлять и бежать со своих позиций, потому что объективно все-таки темп у русской армии очень серьезно увеличивается за последнее время. Ну и, конечно, это не происходит просто так. Это, конечно, очень большой труд наших русских бойцов и генералов различных, офицеров, потому что, конечно же, на поле боя, с учетом того, какое сейчас засилье там различных дронов, конечно же, очень многое играет тактика, которую используют сейчас на поле боя наши бойцы. Помимо того, что используются вот такие вот царь-мангалы, которые сейчас стали для поля боя просто рутиной, очевидно, конечно же, уничтожение натовской артиллерии играет также важную роль. И вот уничтожили очередную вот французскую САУ «Цезарь», если не ошибаюсь, или все-таки ее вот аналог крупноузловой сборки на территории Недорейха САУ «Богдана». Ну и, конечно же, это далеко не все, потому что сейчас самое такое серьезное сражение разворачивается в Покровске, который уже, как можно заметить на карте, становится постепенно красноармейским. И сейчас там идут очень тяжелые бои, потому что, как-никак, режимники Зеленского вкидывают туда очень много различных подразделений и так далее. Но новая тактика нашей армии фактически сковывает силы, ну и дает возможность ВКС РФ и нашей артиллерии просто методично уничтожать все эти вот подкрепления, которые режим Зеленского посылает туда конкретно для удержания Покровска. Ведь когда наши малые группы проникают в Покровск, они завязывают бои и конкретно выдают координаты, куда бить нашим артиллеристам и, естественно, скидывать авиабомбы с модулем коррекции и планирования. И подобная тактика, по нашим данным, очень и очень эффективна на поле боя. Примечательно, что режимники Зеленского никак не могут смириться с тем, что город Часов-Яр фактически находится под контролем русской армии. Вчера режимники Зеленского делали прям ряд опровержений, что, мол, нет, это неправда, город Часов-Яр находится под контролем ЧВК ВСУ и так далее. Но все-таки бойцы русской армии просто выложили видео в интернет, как они вот гуляют по городу Часов-Яр, и, естественно, все это дело расставило сразу на свои места. Также, конечно, на карте можно заметить, где конкретно по локациям установлены наши уже российские флаги. И, очевидно, все реляции все-таки натовских СМИ это больше для вот самоуспокоения. Ну и, конечно же, не исключено, что несколько там улиц близлежащих сел возле Часов-Яра, там еще где-то в подвалах сидят натовские наемники. Но это, в принципе, уже особой роли не играет, потому что если сейчас, естественно, там будет проходить уже полная зачистка, и всех этих персонажей оттуда также вычистят. Также нужно признать, что Часов-Яр это уже сложно назвать городом, потому что там 1,5 года шли очень серьезные бои. И, конечно, если посмотреть на кадры, то ни о каком городе там уже речь не идет, а там просто вот груда различного бетона, камней, кирпичей и так далее. И действительно там уже от города остался только, знаете, скелет. Война фактически сожрала этот город, можно сказать, в прямом смысле слова. И, конечно же, восстановление этого города, знаете, под очень большим будет вопросом. Ну, а, собственно, мы видим на поле боя сейчас все-таки наши русские операторы дронов на оптоволокне уже даже до вот филигранных вот значений доводят свое мастерство. И обратите внимание, как уничтожают натовскую самоходную артиллерийскую установку, которую очень серьезно прятали, но, тем не менее, несколько дронов и, собственно, установка вот артиллерийского огня уничтожена. Параллельно с этим ВКС РФ работают очень активно по всей линии фронта и сбрасывают обычно по 2, по 4 авиабомбы с модулем коррекции и планирования. Ну и, естественно, не забывают про переправы и бьют по них также не одной авиабомбой, а могут даже и 4, чтобы, знаете, наверняка, и на кадрах это хорошо видно. Ну а пока британские журналисты пообщались с натовскими наемниками в Павлограде, в Доброполе и пришли к выводу, что потеря Покровска и не только, это лишь вопрос
вопрос времени, то, очевидно, сейчас ВКС РФ продолжает наносить очень массированные удары по, естественно, военным объектам натовской ЧВК ВСУ. И это касается, конечно, и Павлограда, потому что это логистический хаб натовской ЧВК, и даже города Днепропетровска. И можно заметить на кадрах, какие последствия прилета по различным военным объектам. Ну и, собственно, конечно же, это далеко не все, потому что сегодня ночью очень активно наносили удары по городу Белая Церковь. Это вот возле Киева находится этот город, и туда регулярно прилетали и дроны камикадзе Герань, и, знаете, кое-что еще. Западные журналисты уже подсчитали, что за фактически прошлый месяц русская армия выпустила беспилотников по объектам натовской ЧВК ВСУ больше, нежели за весь прошлый год. А это все-таки, знаете, очень серьезный показатель и достижение российского ВПК. Это в первую очередь об этом. Ну и, конечно, все эти графики показывают, что сейчас все-таки Россия очень крепко занялась масштабированием производства различных дронов. И, конечно же, все не ограничивается дронами камикадзе Герань-2, а, естественно, очень много платформ развивается параллельно. Ну и, собственно, очень многие платформы, как натовские наемники признаются, также очень качественно и эффективно работают по целям. Ну а на международной арене мы видим, что кипят страсти, потому что Трамп очередной раз подписал пошлины в отношении ряда стран. Это касается и Индии, и Канады, и Британии, и Сербии и так далее. Ну и в среднем это там всем раздали по 25%, что, мол, эти страны теперь вот пошлины будут платить, если они свои товары хотят поставлять вот в США. Но это так, официальная версия у Трампа звучит, а по факту вот это платить будут конкретно обычные американцы, потому что с любой страны, если товар заходит, то по факту, собственно, американцы должны платить за этот товар, потому что внутри США, кроме американцев, его особо-то никто и не покупает. Поэтому сейчас такими вот пошлинами Трамп фактически объясняет, сколько американцы должны будут платить, вернее, насколько больше они будут платить за товары из разных стран. Это, конечно, вызывает уже, знаете, бурю негодования внутри США, но тем не менее сделать с этим простые американцы ничего не могут. Делается это в первую очередь потому, что благодаря действиям России, Китая, Ирана, Индии сейчас Соединенным Штатам нужно для того, чтобы, собственно, покупать, нужно что-то и продавать. И поэтому сейчас срочно Америке нужно вернуть производство. И поэтому, конечно же, США сейчас, с учетом того, что возможности доллара как резервной валюты, они обрушились, и по факту печатать бесконтрольно его теперь уже особого смысла нету. Очевидно, США такими пошлинами фактически заставляют американцев работать и платить реально столько за товары и услуги, сколько они стоят. Особенно, если эти товары и услуги из-за границы. И это на самом деле очень позитивный процесс, потому что он прямо заставляет американцев все-таки платить по счетам и уже заканчивать эру паразитирования на человечестве. Конечно, это только начало пути, но тем не менее, знаете, дорогу осилит идущий. Но также есть и вторичные выгоды. Вот, например, Индия уже с учетом пошлин от США в 25% отказалась от закупок американских истребителей сверхдорогих пятого поколения F-35, которые очень активно Вашингтон хотел продать Индии для того, чтобы, конечно же, закабалить Индию с учетом своих высоких технологий. И, естественно, Индия сейчас трижды подумает, а надо ли связываться с США, и подобного рода торговые реверансы, конечно же, Индии не нравятся. И, очевидно, все-таки речь будет идти о том, что Индия будет закупать истребители пятого поколения либо в Китае, либо в России. На этом фоне в Восточной Европе делают заявление, что им страшно, если вдруг Трамп предложит России в последнюю сейчас неделю своих ультиматумов какую-то супер сделку экономическую. И, знаете, можно заметить по таким заявлениям, что странам Евросоюза просто не хочется, чтобы заканчивалась прокси-война против России, потому что они на этой войне также научились очень серьезно зарабатывать. И, конечно же, для них окончание каких-то
боевых действий, это очень, знаете, серьезный экономический удар, в первую очередь, особенно по странам Восточной Европы. Для того, чтобы успокоить своих шестерок в Европе, США уже в Сенате уже заверили, что на 26 год как минимум 1 миллиард с бюджета Пентагона они выделят на натовскую частную военную компанию ВСУ, и уже эта инициатива имеет так сказать, партийную поддержку. Это означает, что Трамп, как говорится, и в теме, и в доле. И эта подготовка идет к тому, что войну, естественно, против России будут продолжать. Ну а в самих США продолжаются скандалы в отношении фабрикации уголовных дел против Трампа и обвинения его в связях с Россией. И вот уже глава ФБР, оказывается, в мусорных баках покопался и нашел какие-то сверхсекретные документы, которые это подтверждают, что Трамп не при делах и никакая Россия на него не влияла. Ну и также уже рассекретили данные о том, что Хиллари Клинтон, используя свой государственный пост в свое время, также инициировала конкретно против Трампа все вот эти кампании по очернению. И по факту мы видим, что на самом высоком уровне США просто показывают всему миру, каким образом нужно, собственно, себя вести в деле устранения политических конкурентов. Но в Нью-Дерехе продолжается комичная ситуация. Как я говорил ранее, естественно, режиму Зеленского не простят, что он покусился на системы управления западных стран в виде так называемых антикоррупционных органов. И сейчас, когда уже депутаты Зеленского и прочие политические проститутки, они уже вернули, так сказать, на буе САП своим хозяевам и обратно переподчинили от генпрокурора в американское посольство все эти антикоррупционные органы. Они-то думали, что, знаете, все закончилось, жизнь удалась, и им простят. Но им не простят, потому что, конечно же, режим Зеленского, который показал такую вольность, когда метрополия обозначила, что это система контроля, а эту систему контроля постарались уничтожить, забрать, перехватить, приватизировать, то, конечно же, наказание будет жестким, и поэтому сейчас вроде как и закон Зеленский уже подписал, которым вернул все обратно, но тем не менее информационная кампания против Зеленского и его команды продолжается. Как продолжаются и обыски в разных странах в отношении режимников Зеленского. Например, в Германии уже прошел обыск у персонажа, который, естественно, работал очень плотно с Зеленским лично. Ну и, конечно же, эта вся история может свидетельствовать о том, что Зеленский очень скоро может собрать манатки и удочки и, знаете, умотать в Израиль. Ну, а, собственно, в Израиле, как мы видим, продолжается геноцид палестинцев в секторе Газа. Ну и сам режим Нетаньяху просто продолжает наносить удары как и по Сирии, так и по Ливану. И абсолютно плевать на международное право, на все эти особенности и так далее. Мы видим, что режим Нетаньяху наносит удары по тем странам, по которым захотел. И здесь абсолютно плевать на всех, потому что крыша у режима Нетаньяху – это США. Ну и, конечно же, эта вся история просто четко свидетельствует о том, что режим Нетаньяху намекает России, что, мол, бить по Прибалтике можно и даже нужно, по Польше тоже нужно. И чем больше, тем лучше. Таким образом, просто показывая стандарты международного такого, знаете, права. Но параллельно с этим в Австралии, в британской колонии решили попытаться запустить ракету в космос. Ну и здесь, как можно заметить, у них это, мягко говоря, не особо получилось. Потому что Британия никогда не славилась тем, что в космосе и в науке там где-то добивается серьезных успехов. Это все-таки, если Британия, то больше про ограбление, про схемы, например, коррупционные, ухода от налогов, про наркоторговлю, но ни в коем случае не про космос. Поэтому подобного рода аварии – это на самом-то деле норма для британцев. На этом, друзья, у меня все. Выводы делайте сами. И ни в коем случае не подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ну и на всякий случай ссылка на мой телеграм-канал находится в описании. Либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец Телеграм. Ну и, собственно, там можно все-таки найти этот в конечном итоге почти запрещенный ресурс. До скорого.